Меня зовут Дмитрий Пехард. Я создам любую NURBS поверхность. В предыдущей серии Для контроля над непрерывностью соединенных поверхностей в Ilias Surface инженеры используют различные виды инструментов. Среди них локаторы и графики. Красный цвет локатора P и кривой означает, что непрерывность Position не достигнута. Смещаю инструментом Mu в центральные халы по оси X. Наблюдаю уменьшение гэпа между поверхностями до появления локатора, значка непрерывности G0. Обращаю внимание, что алгоритм непрерывности сработал в никоем диапазоне, указанного в настройках программы Ilias Surface. Добрый день, мои уважаемые друзья, инженеры. С вами я, Дмитрий Пехард. Мы продолжаем изучать удивительное криволинейное моделирование в программе Autodesk Ilias. Каждый инструмент можно разделить не только по его свойствам, но и по минимальному количеству кривых, нужных для построения поверхности. Сегодня мы с вами рассмотрим способ построения поверхности из одного сплайна, используя для этого инструмент Multi-Surface Draft. Функция Multi-Surface Draft создает одну или несколько поверхностей путем вытягивания группы кривых под углом перпендикулярной исходной поверхности. Исходная кривая с изменением или без проецируется на автоматически созданную параллельную плоскость. Между этими двумя кривыми создается поверхность. Дополнительную кривизну поверхности придает функционал пропорциональной короны. Кривые могут быть непрерывными или не пересекающимися. Всего Multi-Surface Draft использует 88 функций и параметров для создания нужных поверхностей. В каждом инструменте меню палет или палитра есть своя логическая последовательность. Для лучшего понимания свойств различных функций, их следует разделить на несколько частей. Отдельные свойства повторяются и в других инструментах программы. Команда Multi-Surface Draft находится на функциональной панели Palette во вкладке Surface и имеет мнемоническую иконку и заголовок MSDRFT. Горячая клавиша по умолчанию Shift плюс Ctrl плюс P. Задать другое сочетание клавиш можно в топ-меню функционального раздела Preference, где в подразделе Interface выбираем функцию Hotkey Menu Editor. В Function Title ищем раздел Palette, в нем пункт Surface, и далее находим заголовок Multi-Surface Draft. В текстовом поле для ввода вписываем свое сочетание клавиш. Включаем функцию Multi-Surface Draft, выбрав значок на панели Palette. Сначала начертим исходный сплайн. Воспользуемся меню палитра, где во вкладке Curves выберем пункт CV-CRV. Проверим, включена ли привязка к сетке. Начертим сплайн, используя 3 контрольные вершины, и увеличим степень сплайна до 3. В правом нижнем углу подтвердим установленные настройки кривой, нажав на кнопку Accept. И вызовем окно настроек функции Multi-Surface Draft через горячие клавиши. Сделаем получившуюся поверхность видимой, используя инструмент Multicolor на панели Diagnostic Shade. Хороший знак, что вы зашли на мой канал. Часто люди ищут и не могут найти надежного специалиста, который поможет в создании современных NURBS моделей. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые серии. И вы узнаете много нового о 3D моделировании. Будет интересно! Нам доступно 2 типа построения. Type Normal, то есть нормаль, и Type Draft, то есть тяга. Настройка Draft создает поверхность, которая строится под углом от вектора направления тяги.
По умолчанию поверхность параллельна вектору вытягивания. Похожим образом строится тип Normal. Нажимаем на кнопку Next и меняем тип построения на Normal. Для создания поверхности типа Normal выбираем в качестве почтилающей поверхность Draft. Перевернем поверхность флажком Flip Surface. Этот тип создает поверхность, которая строится под углом от перпендикуляра исходной почтилающей поверхности. Результатом команды с выбранным типом Normal является плоскость, которая по умолчанию перпендикулярна исходной поверхности. Используя разные типы построения, вы можете выбирать различные поверхности и сплайны, и даже группу несоприкасающихся друг с другом кривых. Вернемся в ортогональный вид и осмотрим первый из главных параметров Multi-Surface Draft. Параметр Angle. Основная задача Multi-Surface Draft – это создание одной поверхности или группы, под нужным углом к исходной поверхности или кривой. Непосредственно эту задачу и решает параметр Angle – угол. Сейчас на модели видно общую суть работы параметра угол в построении поверхности Multi-Surface Draft. Вернемся в рабочий ортогональный вид и рассмотрим подробнее его свойства при создании поверхности Draft и Normal. В настройке Type Draft параметр Angle задает начальный угол между поверхностью и вектором вытягивания. Значение задается ползунком или вписывается в числовое поле. По умолчанию оно равно нулю. Также можно изменять угол через манипулятор прямо на модели. Для этого нажмем на синюю стрелку с перекрестием и, удерживая клавишу нажатой, сдвинем мышь в сторону. Изменяя величину угла, мы видим изменение геометрии поверхности. Также на виде слева видно, как строится угол от плоскости к направлению вектора вытягивания. Теперь введем числовое значение в поле ввода. Величина угла меняется от 180 до 180. Кнопкой Flip Angle можно перевернуть угол, сделав его диаметрально противоположным. Включим инструмент проверки поверхности Curve Evaluation из меню Diagnostic Shape. Зеленый цвет поверхности означает, что поверхность плоская или стремится к этому. Красные тона означают, что поверхность вогнутая. В данном случае мы видим желтый оттенок в вогнутой области на поверхности. Вернемся в ортогональный тип отображения и включим инструмент Harvard. Он отображает вертикальные и горизонтальные линии на поверхности для выявления искажений. Также инструмент называют Zebra за схожесть цветовой гаммы. Как мы видим, поверхность искривлена и узор зебры это подтверждает. Возвращаемся в рабочий вид Front Top Left. Чтобы разобраться в NURBS сплайнах и поверхностях, нужно много времени. Бывает и 10 лет. Хорошо, что вы смотрите мой канал. Значит, вы хотите побыстрее разобраться. И я вам в этом помогаю. Второй самый значимый параметр при построении драфт поверхности – это Length. Он задает начальную длину вектора вытягивания. Установить высоту вытягивания можно несколькими способами. Непосредственно на холсте, вручную, либо изменить ползунок параметра Length или вписать число в поле ввода. Зададим высоту поверхности драфт, используя манипулятор длины. Также число можно ввести в поле ввода параметра Length. Или задать величину, используя манипулятор ползунок. Уникальный параметр поверхности Draft – это Angle Calculation. Он доступен для выбора и изменения, только при построении поверхности типа Draft. Angle Calculation – это метод вычисления угла относительно вектора вытягивания. Вычисление угла при построении поверхности Draft выполняется двумя способами – параметрами 2D и 3D Rotation. Выберем метод вычисления на основе 2D вращения.
Для лучшего понимания принципа работы параметра, я создал еще одну поверхность Draft. Изменим ползунком величину угла и пронаблюдаем за изменением геометрии. Также изменим геометрию напрямую на модели, потянув синий манипулятор, стрелку угла. Вычисление угла 2D вращения производится исходя из двумерных параметров координат вектора вытягивания. Лучшие результаты 2D Rotation будут на углах с большими значениями. Величина угла задается значениями от минус 180 до 180. Вернем поверхность в предыдущее положение и сменим метод вычисления на 3D Rotation. Метод 3D вращения более интересен и значительно сложнее. С изменением величины угла мы можем наблюдать разительные изменения геометрии поверхности. Изменение угла также возможно напрямую на модели через стрелки, манипуляторы. В отдельных случаях вычисления видно, что поверхность скручивается сама в себя. Это связано с тем, что метод 3D Rotation использует данные положения вектора вытягивания из трехмерного пространства. Сам принцип расчета команды 3D вращения основан на литье под давлением. Как я люблю говорить, упражнение делает умельца. Потому, снова включим инструменты оценки поверхности Curve Evaluation. Оценим поверхность в 4 плоскостях отображения. Здесь мы видим, что есть напряжение поверхности в зонах оранжевого цвета. Оно говорит о том, что длина холлов на вершине поверхности и у основания разная. Используем инструмент Harver, метод оценки поверхности через полосы белого и черного цвета. И здесь мы с вами наблюдаем значительные отклонения цветовых полос. Они находятся в тех же областях поверхности, где были оранжевые области при использовании инструмента диагностики Curve Evaluation. Возвращаем тип отображения спереди слева и переходим к параметру LENF. Еще немного стоит поучиться, и вы, как и я, будете видеть НУРБ с поверхности и поверхности Безье во множестве окружающих вас вещей. LENF мод – это один из уникальных параметров, доступных при создании поверхности Draft. Он доступен при построении поверхности Draft с использованием кривой на уже созданной поверхности. Параметр определяет метод вычисления длины вектора вытягивания и имеет два значения – Default и Projected. И мы рассмотрим первое значение режима длины – Default. Параметр Default, или значение по умолчанию, определяет длину выступа поверхности равной длине вектора вытягивания. Второй параметр Projected, то есть проецируемый. Настройка задает длину вектора вытягивания, равной длине проецируемого расстояния от конца вектора вытягивания до базовой поверхности. Наглядная разница в принципе расчета и построения видна при смене одного режима на другой, при одинаковом значении длины вытягивания. В следующей серии. Инструмент пропорциональная корона позволяет создавать правильную непрямую поверхность. Плоскость строится и проходит через точку, где один из холлов принадлежит вектору вытягивания. Поверхность венчается в центральной точке вектора тяги между холлами поверхности и вектором. Рассмотрим подробнее параметры этого полезного инструмента в программе Autodesk Elias. По умолчанию поверхности перпендикулярны плоскости вытягивания, однако при изменении угла мы видим образование гэпа, то есть зазора. Величину разрыва можно увеличить, если изменить угол еще больше. Одним из самых важных инструментов поверхностного моделирования в Elias является раздел Explicit Control.
Его основная задача – это достижение требуемой точности допуска. Увеличение степеней поверхности актуально так же, как и для сплайна. Поэтому, если вы не можете достичь требуемого допуска гладкости, то вы можете увеличить степень или изменить дизайн контрольных точек для решения этой проблемы. Я создал этот канал, чтобы создавать сложные 3D-модели для компаний и предпринимателей и инженеров или обучающихся людей. Испытывайте трудности в 3D-моделировании проекта. Обращайтесь по указанным контактам. И я постараюсь вам помочь.